США вступили в войну, нанесен исторический сокрушительный удар, которого не было 46 лет. Ядерная держава атаковала ядерные объекты противника. Эскадрилья прошла полмира, чтобы уничтожить крайне защищенные подземные объекты. Шаг, от которых уклонялись 4 предыдущих американских президента. Ва-банк от Трампа. В мире нет другой армии, способной на это. Развязка в войне или крупнейшая и опаснейшая эскалация, которая уже вошла в историю. Мир на грани большой войны. В понедельник может втянуться Россия. Разбираемся во всем простым языком. Топливо к фронту 2 недели не поедет. Украина наносит обезглавливающие удары по российской логистике. Разносит в пух и прах поезда противника. Путин вышел прямо к огню. Хозяин Кремля решился на отчаянный шаг. Но что-то пошло не так. Все подробности. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Минувшая ночь вошла в мировую историю как момент, когда все изменилось. После недели эскалации и предупреждений США вступили в войну и нанесли прямые и сокрушительные удары по 3 ключевым ядерным объектам своего противника. Речь о Фордо, Натанзе и Исфахане в Иране. Нанесен военный удар, которого избегали все до него. Трамп подтвердил, это не предупреждение и слова, это полноценная военная операция. США теперь официально вовлечены в мировую эскалацию. В операции участвовали легендарные стратегические бомбардировщики-невидимки Би-2 за $2 миллиарда каждый. Это единственный в мире бомбардировщик, способный незаметно пролететь 11 тысяч километров, сбросить 18 тонн бомб и вернуться без дозаправки, оставаясь невидимым для радаров. Цели в Фордо поразили 12 сверхтяжелых 13-тонных бомб для бункеров GBU-57, способных пробивать метровую толщу скалы. Такие применяются только в самых крайних случаях. Например, если нужно снести ядерный центр, зарытый в гору. Самолеты летели со своей базы в Миссури до цели 37 часов без посадки. Пролетели полмира, несколько раз дозаправлялись в воздухе. Бомбы GBU-57 были применены в бою впервые. По целям в Натанзе и Исфахане, в свою очередь, ударили 30 крылатых ракет «Томагавк», запущенных с подводных лодок. Легендарное оружие, с которого США начинают почти все войны. Ракета может пролететь 1600 километров с точностью до метра, ударить по бункеру или штабу, и враг узнает об атаке уже после взрыва. Символ американской невидимой мощи. Президент Дональд Трамп следил за ходом операции в ситуационной комнате, находящейся под Белым домом. Полный боекомплект бомб был сброшен на их главный объект Фордо. Все самолеты благополучно возвращаются домой. Поздравляем наших великих американских воинов. Ни одна другая армия в мире не смогла бы этого сделать. Теперь время мира. Трамп поставил на то, что Иран не сможет ответить, а его ядерная программа мертва. Позже президент США выступил и с видеообращением, в котором раскрыл цели внезапной операции. Наша цель – уничтожение возможностей Ирана по обогащению урана и остановка ядерной угрозы со стороны государства, которое больше всех в мире поддерживает терроризм. Сегодня я могу сообщить всему миру: удары стали выдающимся военным успехом. Ключевые объекты ядерного обогащения Ирана полностью и безвозвратно уничтожены. Атака США против Ирана стала первой с 1979 года. Трамп назвал момент историческим для США, Израиля и всего мира. Потребовал от режима в Тегеране капитуляции. Несмотря на заявление об ограниченной операции, хозяин Белого дома угрожает Ирану. Либо мир, либо удары станут еще жестче и разрушительнее. Иран, этот задира Ближнего Востока, теперь должен пойти на мир. Если он этого не сделает, будущие удары будут еще масштабнее, но и куда проще. Уже 40 лет они кричат: «Смерть Америке! Смерть Израилю!» Они убивали наших людей, отрывали им руки и ноги придорожными бомбами. Я уже давно решил, что больше такого не допущу, и это не будет продолжаться. Но, похоже, руководство Ирана не созрело для переговоров даже после ночного удара. Нам проще атаковать военные базы США на Ближнем Востоке, чем наносить удары по Израилю, заявил Аль-Джазире один из чиновников Исламской Республики. Правда, почему-то на условиях анонимности, а вот советник Аятоллы оказался смелее. Без колебаний и промедления в качестве первого шага мы должны нанести ракетные удары по американскому военно-морскому флоту, базирующемуся в Бахрейне, и одновременно закрыть Ормузский пролив для американского, британского, немецкого и французского судоходства. Иран также жалуется в ООН, мол, как так атаковали мирную страну и мирный атом.
Исламская республика Иран самым решительным образом осуждает жестокую военную агрессию США против мирных ядерных объектов Ирана. Это возмутительное, тяжелое и беспрецедентное нарушение основополагающих принципов Устава ООН и норм международного права. Воинствующая и беззаконная администрация в Вашингтоне несет полную и безраздельную ответственность за опасные последствия и далеко идущие последствия этого акта агрессии. Своим беспрецедентным решением бомбить ядерные объекты Ирана президент США Дональд Трамп сделал то, чего долго клялся не делать, вмешался в крупную зарубежную войну, уточняет Reuters. Драматическая атака США является самой большой внешнеполитической авантюрой Трампа за годы президентства и сопряжена с рисками и неизвестными факторами. Тегеран может закрыть Ормузский пролив, важнейшую нефтяную артерию мира, напасть на военные базы США и союзников на Ближнем Востоке, усилить обстрелы Израиля и активизировать действия антиамериканских группировок. Такие шаги могут привести к еще более широкому и затяжному конфликту, чем предполагал Трамп, вызвав эхо вечных войн, которые Америка вела в Ираке и Афганистане, которые он называл глупыми и обещал никогда не втягиваться в них. Будет ли реализована угроза, которая может серьезно отразиться на ценах на нефть и экономике всего мира, пока обстановка в проливе нормальная. Но Иран уже отвечает. Очередной ракетный залп запустили привычно по гражданским объектам в Израиле. Кроме этого, Иран впервые запустил новую ракету «Хайбер» дальностью в 2000 километров. Произошла ракетная атака на город Хайфа. Наши машины скорой помощи и реанимационная бригада сразу прибыли на место. Мы обнаружили 4 легко раненых и 2 человек с панической реакцией. Израиль был предупрежден о готовящихся ударах США по Ирану, передает ABC News. Больше никто. Объект Фордо подвергся атаке вражеской авиации, но серьезных повреждений не получил, сообщает издание с говорящим названием «Фарс». Большая часть урана из Фордо была якобы вывезена в другое место заблаговременно. Но каковы последствия мощнейшего бомбового удара по ядерным объектам для окружающей среды? Мир замер, но в Тегеране успокаивают. Можно выдыхать и вдыхать. Утечки нет. Благодаря заранее принятым мерам и проведенным операциям за пределами этих площадок и сооружений не было зафиксировано никакого радиоактивного загрязнения или ядерных выбросов. Это подтверждают и в МАГАТЭ. Повышение радиации не зафиксировано, по крайней мере, пока. Возможно, причина в том, что власти Ирана действительно заранее вывезли часть запасов обогащенного урана с атакованных ночью объектов. Во всяком случае, такое заявление сделал заместитель директора иранского радио и телевидения Хасан Абедини. Спутники зафиксировали большую движуху возле объектов еще 19 июня. Статус Ирана в регионе, где он долгое время считался влиятельной силой, в любом случае уже явно подорван. Что дальше? Впрочем, и без того уже ясно. Союзник России и Китая уже больше никогда не будет прежним. Но помощь идет. Йеменские хуситы заявили, что поддержат Иран. Повстанцы из мятежного движения Ансар Аллах заявили, что разрывают перемирие с США после ночных бомбардировок. Йемен официально вступит в войну. Держите свои корабли подальше от наших территориальных вод. А поможет ли Россия? Глава иранского МИДа собирается на встречу с Путиным. По данным источников Axios, уже в понедельник он должен посетить Москву. Также издание пишет, в Стамбуле могла состояться тайная встреча США и Ирана по ядерной сделке, но она сорвалась. С Аятоллой и Хаминеи не смогли связаться. В бункере связь не ловила, он скрывался от ударов. Трамп был готов лично участвовать, но Тегеран отказался. А премьер-министр Израиля поблагодарил хозяина Белого дома за ночную операцию. Президент Трамп сегодня решительно ведет свободный мир. Он великий друг Израиля, какого у нас не было еще никогда. От себя лично, от народа Израиля и всего еврейского народа я благодарю его от всего сердца. Сейчас речи о готовности Ирана к переговорам не идет, но двери для дипломатии в принципе должны быть открыты, говорит глава МИД Ирана. Важно, Трамп принял решение о бомбардировке Ирана давно, а заявления про двухнедельный срок и разногласия с Израилем были частью обманной игры, призванной держать Тегеран в замешательстве и быть дымовой завесой для подготовки удара, заявляют в CNN. Иран продолжит обогащать уран, гласит заявление агентства по атомной энергии страны. Ослаблен, но не уничтожен. Если Иран выберет не эскалацию, а тихий реванш, бросит договор о нераспространении ядерного оружия, выгонит инспекторов МАГАТЭ и запустит новую программу в подземных лабораториях, тогда риск Трампа может привести не к капитуляции, а к еще более скрытной ядерной гонке. Историки еще спросят, был ли это гениальный упреждающий удар, после которого все закончилось, или безрассудный шаг в сторону новой ядерной гонки и эскалации, которая обернется второй Северной Кореей на карте мира.
Сергей Тихановский, муж лидера демократических сил Беларуси Светланы Тихановской, не сдержал эмоций на своей первой после внезапного освобождения пресс-конференции в Вильнюсе. Политзаключенный рассказал об ужасных условиях содержания в лукашенковских тюрьмах, а также поделился личным. На свободе его не узнали даже собственные дети. Президент Трамп сейчас обладает такой силой и возможностью, когда он может одним словом освободить всех политических заключенных в Беларуси. И я прошу его сказать это слово. Сам Трамп поблагодарил себя же в своей соцсети и запостил фото Тихановской с мужем. Сергей Тихановский ясно дал понять, он не планирует бороться за лидерство и полностью поддерживать свою жену в качестве лидера белорусской оппозиции. Он вернулся к борьбе, чтобы помогать, а не конкурировать. Шок-операция украинского ГУР. ВСУ подорвали военный поезд РФ, и это настоящий удар по логистике российской армии. Военная разведка и ударные дроны провели дерзкую операцию в Запорожье. Нанесен прицельный удар по движущемуся военному поезду с топливом. 11 цистерн сгорели, дым было видно за 15-20 километров, а горело 2 дня. Железнодорожная линия выведена из строя на несколько дней или недель. Это точечная акция, нацеленная на закупорку сосудов войны России, вплоть до логистических артерий, снабжающих Крым. ГУР анонсирует, подобных ударов будет больше, а оккупантов ждет транспортный коллапс. Путин вышел прямо к огню, но не тому, который на фронте, а к вечному. 22 июня очередная годовщина начала войны по версии российской истории, а потому нужны венки, траурная музыка и каменные лица. Могила неизвестного солдата, минута молчания и цветы к памятным знакам городов-героев. Поразительным лицемерием для того, кто развязал за четверть века несколько войн, и по чьей воле только в последней погибло или было покалечено около 1,5 миллиона украинцев и россиян, называют это историки. Позже Путин отправился на встречу как раз с редакторами школьных учебников истории. В общем, войти в историю явно хочет. Правда, ее пишут победители. А Сталин назвал свою войну с Германией Великой Отечественной. Для того, чтобы отделить от собственных агрессивных действий по захвату соседей, которые он устраивал в 1939-1940 годах. О военном, дипломатическом и экономическом союзе коммунистического и нацистского режимов в первые 2 года Второй мировой Путин с правильными историками тоже вряд ли поговорит. Сталин продавал свои ресурсы Гитлеру, часто в обход различных санкций, договоренностей с союзниками, через третьи руки осуществлял поставки, вот примерно как сейчас. Но кто-то извлекает из истории уроки, а кто-то берет пример. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера. До новых встреч и хороших вам новостей.